Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу пирог, который пекла всегда моя мама. Это рецепт моей мамы, и он у нас дома очень-очень давно. Рецепт легкий, абсолютно несложный, и вы сможете сами решать, какие фрукты вам туда класть. У нас, например, сейчас в Греции сезон нектарин. У нас заполнен рынок нектаринами, и сегодня я его сделаю с нектаринами. Можете положить абрикосы, можете положить персики, можете положить все, что вы любите. В этот пирог идет всего 3 ингредиента, и он очень легкий в приготовлении. Попробуйте его сделать, получится у всех, мои дорогие, и он получается очень-очень вкусный. Сегодня нам понадобится 4 яйца. Яйца отправляем в чистую сухую посуду. Яйца нужно будет взбить. Добавляю щепоточку соли и сахар. Здесь у меня стакан сахара. Начинаю взбивать обыкновенным ручным миксером. Сегодня я взбиваю. И добавляю сахар. Весы нам сегодня не понадобятся, как я вам уже сказала. Будем все измерять этим стаканом. 200-миллилитровый стакан, 200 грамм сахара. Ну, конечно, все в граммах я напишу внизу. Яйца нужно будет взбить до побеления и чтобы они увеличились в размере. Приблизительно 6-7 минут. Добавляю ванилин. Можно добавить 1 чайную ложечку цедры лимона. Еще раз перемешиваю и добавляю муку. В этом же стакане у меня стакан муки. Муку добавляю 3 этапами. Аккуратненько перемешиваю первую часть муки, чтобы белковая масса не осела. Духовку нужно включить разогреваться на 180 градусов. Вторая часть муки. Перемешиваем аккуратно и добавляю остаток муки. Все, тесто готово. Вы поняли, как это легко делается. Совсем не сложно. И вот такое тесто у нас получилось. Я в это тесто не добавляю ни разрыхлитель, ни соду, потому что в составе нету ни воды, ни масла, ни молока, ни йогурта. Форма 24 сантиметра. Я ее застелила бумагой и посыпаю сахарным песком. 1 столовая ложечка сахара. Сегодня фрукты у меня кислые. Сегодня у меня нектарины. Можете сделать с абрикосами, с персиками, с чем хотите. И начинаю нарезать фрукты в произвольном, конечно. Произвольно нарезаю фрукты. Не нужна нам никакая форма. Здесь можно нарезать даже кубиками, но так мне больше нравится. Шкурочкой нужно будет все фрукты уложить, чтобы шкурочка соприкасалась именно с бумагой, а не мякоть. Сверху посыпаю снова сахаром. Смотрите, мои дорогие, можете дно посыпать или толчеными сухарями, или даже печенье просто раскрошить в руках и посыпать вместо сахара. Аккуратненько переливаю все тесто в форму. Разравниваю лопаточкой. Нужно будет постучать об стол, чтобы тесто попало во все пустоты от фруктов. И отправляю выпекаться. Выпекаем, как я вам уже сказала, при температуре 180 градусов ровно 30 минут. У вас может это занять 35 минут, в зависимости, конечно, от духовки. Проверяем на шпажечку. Вот такой высокий, замечательный пирог у нас получился. Я его остудила буквально 15-20 минут на столе. Чуть-чуть, он еще тепленький. И вынимаю из формы. Форму никогда не застилайте бока формы бумагой, потому что бисквит в этом случае не поднимется хорошо. Перекладываю на блюдо. И нужно будет снять бумагу. Аккуратненько ножиком помогаю. Смотрите, если вы посыпали дно формы сухарями или печеньями, вам будет легче снять бумагу. У меня здесь сахар, поэтому немножко фрукты пустили сок, и бумага чуть-чуть прилипла. Сняли бумагу аккуратненько и посыпаем пирог сахарной пудрой. По желанию, конечно, этого можете не делать. Я сегодня не жду до полного остывания, режу и показываю вам. Вот такая красота у нас получилась. Легкий, быстрый и вкусный пирог. Сделайте его, мои дорогие, у всех получится. Рецепт не сложный, а получается вкусно. И экспериментируйте со всеми фруктами. Красота!
Заваривайте чай, угощайте всех своих близких, а мне пишите в комментариях, понравился вам рецепт или нет. Заходите ко мне в гости на чай, можно сказать, и для новых рецептов. Ну что, мои дорогие, пока-пока. Всех люблю. До новых встреч.